тебе, пожалуйста, пойдем на улицу. У меня мужской разговор с тобой. Вот я сейчас что предлагаю папам? Вот этот новый метод. Мужской разговор. Так? Это впервые с ним. Он не понимает, а здесь нельзя? Я говорю, нет. Это как-то тайна. Пошли, пожалуйста. Он откладывает все это. Мы идем на улицу, март месяц. Чуть прохладно. Идем в сторону парка, молча. Сейчас задаю вопрос родителям, которые нас слушают. Вы умеете воспитывать ребенка в молчании, слова не говоря, но воспитывать его? Вот вы должны рассказать тайну слова воспитания, так? Слова не говорю, а он воспитывается. Мы идем в молчании, и, наверное, сейчас он тысячекратно переворачивает в голове прошлое. А почему отец меня уйдет? А в чем дело? Что же такое произошло? Что он от меня хочет? А я молчу, и ему передается что-то вот напряженное. А разгады нету. Пришли в парк, садимся. А потом я ему говорю, сынок, сколько сейчас тебе лет? Я говорю, 11. Я говорю, значит, ты должен сейчас меня понять. Знаешь, в чем дело? Помощь мне нужна сейчас твоя. Было время, я влюбился в девушку. И сказали ей, если ты меня выйдешь замуж, никогда не дам никому тебе в обиду. Ну, как ты думаешь, я правильно поступил? Да, говорит, правильно поступил. А когда ты женишься, разве дашь свою жену кому-либо в обиду? Нет, не дам. Не дам. Ну, я тебе хочу руку пожать. Это мужское дело, говорю. Но знаешь, в чем дело? Вот в чем мне нужна твоя помощь? Не знаю, как быть со своим сыном, который обидел мою любимую женщину. Что мне делать? Скажи, пожалуйста. А вот, понимаете, что сейчас? Вот это и шоковая терапия, понимаете? Он не может ни слова сказать. Он же вспоминает, что произошло. Никто не накричал, ничего. А отец только просто спрашивает, а что мне делать с сыном? Так? Который мою любимую женщину обидел, а я ей дал обещание, а защитить не могу ее. Он долго молчит. Молчание. Не думай, что это молчание просто пустая трата времени. То, что вот в этой коробочке происходит, то, что тут кипит, так, это и творит человека. Все. Проходит время и говорит, а ты накажи меня. Ну, я говорю, это же просто. Я мог сразу тебя наказывать. Если хочешь, ты сам себя накажи. Но скажи, что мне сейчас делать? Как мне оправдаться перед женой? Так. Ну, опять молчание. А потом говорю, ну, это, давай оставим это нашим мужским разговором, об этом никто не будет знать. Только помни, пожалуйста, я не могу допустить, чтобы ее кто-то обидел. Но и того не могу, чтобы я обидел своего сына. И пощади меня. Вот так мы возвращаемся домой. Вы чувствуете эту педагогику?